Здравствуйте, дорогие друзья! Одно из самых ярких впечатлений для любого мальчишки, родившегося в Советском Союзе, это всегда было путешествие. А путешествие на судах скоростного флота, на метеорах, восходах, ракетах – это всегда было что-то особенное. Этот вид транспорта был очень популярен в Советском Союзе и развивался благодаря труду великих конструкторов, таких как Ростислав Евгеньевич Алексеев. Сегодня скоростной флот – это уникальное достояние, которое сохранилось на речных просторах нашей Родины. Оказаться на каждом из этих кораблей, снова отправиться в путешествие – вот наша главная цель. Всем привет! Мы сегодня собрались наконец-то отправиться в путешествие на судне под названием Метеор 148. Мы будем направляться в сторону поселка Луговского. 40 километров пройдем путь. И мы пройдем его на этом теплоходе, который принадлежит к Ханты-Мансийску. В 1959 году, сразу же после выпуска легендарной ракеты, конструкторское бюро Ростислава Алексеева берется за разработку нового, более вместительного и мореходного судна. Проект в кратчайшие сроки разрабатывается, проходит испытания и становится на массовое производство. Как говорил Алексеев, Новый год – новый пароход. Для этого судна выбирается такое же космическое название «Метеор». С обтекаемыми формами и авиационным дизайном даже сегодня продолжает оставаться украшением как могучих сибирских рек, так и педантичных набережных Санкт-Петербурга. Первым капитаном стал легендарный советский летчик-истребитель Михаил Девитаев. Сам корпус судна можно разделить на три основные части. Это носовая часть вместе с пассажирским салоном и ходовой рубкой, средняя часть с выходом на прогулочную палубу, под ней располагается машинное отделение, и кормовая часть с пассажирским салоном. Судно вмещает 123 человека и развивает скорость порядка 70 км в час. Оказавшись на судне, мы сложили вещи в салоне и вышли на прогулочную палубу Метеора. Можно было наблюдать отход судна от причала порта города Ханты-Мансийска. Метеор набирал скорость и под гул дизельного двигателя встал на крыло, оторвавшись своим корпусом от плоскости реки. Интерьер корабля, разработанный в 60-е годы 20 века, претерпел множество изменений и дополнений, сильно отличаясь от оригинала. Это связано с возрастом судна, это естественно, а также с эксплуатацией, ведь Метеор для Ханты-Мансийска – это единственный транспорт между мелкими поселками и большими городами летом, когда зимние дороги уже тают, а перемещаться можно только по воде или по воздуху.
Так получилось, что во время нашего рейса доступ в носовой салон был закрыт для пассажиров, что было связано, видимо, с развесовкой судна. Но посмотреть на него, причем в оригинальном состоянии, можно на этих кадрах кинофильма Василия Макарыча Шукшина «Калина красная». В 2021 году для этого региона был разработан и поставлен на первые рейсы «Метеор-120М». Абсолютно новое судно, спроектированное зато в духе первых алексеевских «Метеоров». Спасибо. Было приятно провести. Спасибо. Спасибо. Ух ты, смотри, как тут. Вы ничего больше не брали? Мы высадились на оборудованном дебаркадере и стали дожидаться обратного рейса. Наша встреча с крылатым флотом на сегодня была завершена. Чтобы скоротать время, мы решили порыбачить и достали удочки. Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч, до новых рейсов скоростного флота.